Этот джем отлично подходит для прослаивания бисквитов, наполнения различных кексов и для десертов. Многие заказчики меня спрашивают, чем я пропитываю свои торты, почему они такие вкусные бисквиты получаются. Это все благодаря тому, что помимо крема, между кремом и бисквитом я делаю вот такую прослойку такого кабачково-дынного джема. И самое интересное, то что здесь кабачок не ощущается, здесь чувствуется приятный аромат дыни. Многие не знают, что это за такой волшебный вкус присутствует в тортах. Он очень бюджетный, особенно он будет доступен для тех регионов, где нет фруктов, ягод, а кабачки, они всегда дешевые. Достаточно сделать основу кабачковую и добавить любой фрукт, либо ягоды по вашему усмотрению. Но я особенно люблю готовить именно с дыней. Друзья, для приготовления джема я буду использовать вот такие кабачки молодые. При желании вы можете их почистить, кожуру снять, но если у вас такие же молодые кабачки, очень нежная шкурка, то чистить их совершенно не обязательно. Достаточно просто тщательно промыть в проточной воде. И прежде всего необходимо с кабачков снять вот эти части и просто их на фрагменты порезать. В подготовленные кабачки всыпаю сразу весь сахар и перемешиваю ложкой. Кабачки с сахаром устанавливаю на низкий огонь. Друзья, как только кабачки поставил на огонь, давайте подготовлю сейчас дыню. Друзья, дыня у меня колхозница, вот такой сорт дыни я и буду использовать. Дыня у меня весом 2 килограмма, как и кабачки. То есть здесь идет 1 к 1. Вы можете использовать любую дыню, которая вам нравится. Сортов много. Главное, чтобы не больше 2 килограмм дыни, которая будет использована в кабачковый джем. Промытую дыню разрезаю напополам. Дыня должна быть хорошо спелой. От этого зависит вкус и текстура джема. Простой столовой ложкой вот так вот просто снимаю сердцевинку с косточками. Разрезаю дыню на фрагменты. И просто снимаю мякоть. Дыню обязательно берите максимально спелую. Потому что если дыня плотная, джем будет не настолько вкусный. Она должна быть прям очень спелая, почти переспелая. Я определил, что у меня дынька, она прям почти переспелая. Это видно даже по кожуре. Она, видите, вот с такими темными. Когда вот такие темные есть, она значит уже мягкая, уже прям очень готова. Готова к приготовлению джемов. Ну вот, друзья, со второй половинкой проделаю идентичные манипуляции. Друзья, ну вот дыня готова, теперь осталось их добавить в кабачки. Выкладываю сразу всю дыню в кабачки и немного перемешиваю. Все, и в таком виде оставляю на плите. У меня на 3-м режиме для ориентира, у меня всего 9 режимов, это чуть меньше среднего. Друзья, спустя час варки кабачки с дыней дали обильно сок, но в основном это, конечно, кабачки. Вот посмотрите, там видите, прям жидкость такая. Это так и должно быть. Сахар практически весь растворился. Вот, осталось еще его поварить, чтобы оно немножко закипело, чтобы кабачки максимально обмякли, чтобы дыня обмякла. И как только все станет мягкое, можно будет пробивать блендером. На этом этапе можно немножко прибавить огонь, например, на 5 поставить, потому что уже ничего не подгорит, жидкости слишком много. Это вот сироп сладкий, это вот все от кабачков, потому что кабачки они очень водянистые. Вот, друзья, я сейчас прибавляю на 5 и продолжаю уваривать, чтобы все стало очень мягкое.
Друзья, после того, как кабачки закипели в сиропе, примерно в течение 2-3 часов оставляем вот так томиться. Спустя 3 часа после того, как кабачковый джем проварился, посмотрите, какой он жидкий, я пробиваю его блендером до однородности. После того, как пробил кабачковый джем, переливаю его по баночкам, либо, как в моем случае, по бутылкам. Закрываю бутылки крышками, оставляю при комнатной температуре, и после того, как джем полностью остынет, убираю его в холодильник. На следующий день после холодильника джем хорошо загустел. Вот посмотрите, какой он. В целом у меня вышло 2,5 литра, так как часть сиропа выпарилась. Друзья, сейчас попробую и скажу, какой по вкусу кабачковый джем получился. Очень приятный, нежный, ароматный. Кабачки вообще не ощущаются, чувствуется приятный аромат дыни. Многие даже не знают, что это за вкус. Меня спрашивают, что это за вкус такой интересный. Очень вкусный джем получился. Вообще даже не скажешь, что здесь есть какие-то овощи. Большой плюс то, что он очень бюджетный, этот джем. Отличный вариант, чтобы прослаивать свои бисквиты, либо наполнять кексы. Это вообще великолепный. Очень бюджетно, очень вкусно, ароматно. И увидимся в следующей публикации.